Данное видео вам не понравится. Грандиозное открытие, которое разобьет максимально интуитивные убеждения в видеоиграх. Скандал, из-за которого зарубежное сообщество на мгновение забыло, что такое свобода слова. Тема, ставшая эпицентром конфликта между философией и наукой. Это идет вразрез с каждым Google запросом о читах, с каждым видео, где кто-то говорит «я просто хочу честной игры». Но давайте по порядку. Ненависть к читам, пожалуй, древнейшая аксиома в мире соревновательных игр. Ее корни уходят в конец 90-х, и она воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Даже в научной среде, или по крайней мере в ее популярной оболочке, никто не подвергает это сомнению. Например, взгляните на высказывание Майкла Шермера, автора книги «Наука добра и зла» и «Почему люди используют читы». Я уверен, вы, как и я, вырабатываете негатив к читам только по игре злоумышленника. Это ж настолько просто понять, что справится даже новичок. Но знаете, что меня в этом успокаивает? Биологически мы должны искать самые легкие пути, и из-за этого не может существовать ни одна соревновательная игра, ведь в каждой можно мухлевать. Это, к слову, и есть самый легкий путь. Но опрос DIVIS показал, 93% игроков заявили, что им не нравятся читы. Это говорит о том, что мы на шаг впереди, что мы преодолели инстинкты, опираясь на моральные принципы. 93% из нас более человечные. Мы более сложные существа, способные противоречить своей природе. Согласитесь, высказывание интересное, на первый взгляд вдохновляющее, на второй оскорбительно. Читеры названы приматами, а все остальные интеллигенцией, моральным большинством. Мы, мол, сдержались, а они нет. Они биология, мы культура. Поднимаем другую популярную статью, которая отвечает на вопрос, почему большинству не нравятся читы. Авторы провели следующий эксперимент. Часть игроков использовала читы с полным функционалом, другая играла чисто. Уровень удовольствия у первых чуть повысился, а затем резко падал после первого дня. Через месяц почти ноль. У чистых игроков стабильная прямая линия, без спадов, без взлетов, просто ровное удовольствие. Читы понравились гораздо меньше. Вам не нравятся читы не только потому, что вы страдали от них. Вам не нравятся читы, потому что даже если бы вы сами начали ими пользоваться, вы бы все равно были разочарованы. Повышенное удовольствие — это кратковременный эффект. Через неделю вы забудете, зачем вообще это сделали, и откажетесь от игры вовсе. Звучит правдоподобно, даже логично. Другое обоснование от Фрэнка Зонненберга, который утверждает о том, что главной причиной удовольствия соревновательных игр является азарт. А какой вообще может быть азарт, если, имея чит, ты заведомо побеждаешь? В конце он задает риторический вопрос: победитель ли ты, если использовал чит? Это понятно, в какой-то мере это даже очевидно. То есть, если вы и задумывались о причинах вашей ненависти к стороннему ПО, то вот эти научные исследования буквально ее отражают. Стоп. А это вообще исследование? Кажется, что да. Да и даже если нет, тут же буквально перечисление аксиом, не то чтобы каких-то крышесносных. Разве этот вопрос уместно поднимать? Ну что же, один человек его поднял. И с этого момента происходит сбой. Готовьтесь к тому, что ваше мировоззрение читов перевернется с ног на голову. Мы поговорим о статье, написанной неким Клайдом Келлером в ноябре 2024 года. Его статья начинается с резкого: «Сделаю первую часть максимально насыщенной, потому что до второй вы все равно не дойдете. Если я прав, вы закроете вкладку раньше». Автор статьи упоминает те самые 3 примера, о которых мы поведали вам в начале, потому что они самые популярные и считаются научными. Первая мишень – Майкл Шермер. Клайд заявляет, что Шермер опровергает человеческую биологию простым опросом, в котором могли солгать. Участников было катастрофически мало. Моральный выбор – это не то, что проверяется анкетой. Как аргумент он приводит другой опрос, который полностью противоречит первому. Опрос, где 64% респондентов признали, что использовали читы на длительной основе в соревновательных играх. Просто чтобы показать, насколько зыбким было основание для высокомерного вывода Шермера. Вторая мишень – график удовольствия. Эксперимент, где игрокам дали полный функционал читов, Келлер называет манипуляцией, ничего не доказывающей провокацией, потому что людей в этом эксперименте заставляли играть с полным функционалом, использовать все функции.
даже те, что им не интересны. Удовольствие падало не потому, что это были читы, а потому что исчезла свобода выбора. Это никак не связано с ненавистью. Более того, никаких данных о самой игре, в которой проводился эксперимент, нет. Он утверждает, что промежуток удовольствия зависит от длительности игры и никогда не короткий. Если это огромная игра, то повышенное удовольствие может длиться годами, и коротким его язык не повернется назвать. Чтобы доказать свою правоту, он привел пример. Еще более ранний анализ о читерских устройствах вроде Game Genie. Несмотря на паническое сопротивление издателей, Nintendo открыто заявляла, что такие девайсы убьют интерес к играм, сделав их слишком легкими. Реальность оказалась противоположной. Эмпирически выяснилось, что использование этих устройств повышало удовлетворение от игры и продлевало ее срок службы. Люди играли дольше, играли с большим удовольствием. То есть, по вашей логике, кто-то покупал отдельный физический девайс только ради читов, несмотря на короткое удовольствие от них? И ведь в отличие от тех опросов, где опрошено было по 100 человек, здесь статистика намного больше. Но почему-то ни один из респондентов не сказал, что кайф был мимолетным. Понимаете ли, назревает парадокс. Либо мне лгут продажи Nintendo, либо мне лжете вы. Третье высказывание, то что читы убивают азарт из-за заведомой стопроцентной победы, его рассмешило. Во-первых, он напомнил, что есть такие игры, где даже с читами невозможно гарантировать победу, например, MOBA. Во-вторых, читер не обязан использовать весь функционал, гарантирующий победу. В-третьих, читер может попасться против читера. В-четвертых, даже если читы и обеспечивают доминацию, это не убивает азарт. Азарт универсален, он просто трансформируется и может заключаться в чем угодно. Например, азарт не попасться. Сколько матчей ты проведешь до бана? Сможешь ли побить чужой рекорд? В-пятых и в-шестых, он просто испепелил это мнение, словно весь набор общепринятых аргументов был сделан из бумаги. Я докажу, что каждому из вас нравятся читы. И если вы скажете, что нет, вам ничего не нравится, у вас нет ни одного доказательства в защиту этих слов. Самые популярные исследования и высказывания, на которые вы постоянно ссылаетесь, я разбил за 2 страницы текста. Вы даже не задумывались, почему эта неаргументированная чушь стала популярной? Разве не из-за когнитивного диссонанса? Что имел в виду Клайд? Когнитивный диссонанс – это не просто что-то неприятное, это внутренний конфликт, когда новая информация разрывает ваши старые убеждения. Если вы 2 года считали читы злом, а потом вдруг увидели логичное, аргументированное опровержение, ваш мозг не начнет это принимать, он начнет это отторгать. Не потому что это глупо, а потому что вы уже решили, что вы правы. Мозг защищает вас от разрушения убеждений и отрицает сам факт, что их можно пересмотреть. Это биология. Это механизм выживания. Это самообман. Именно поэтому в самом начале статьи Клайд и написал, что если он прав, тогда вы не дочитаете статью до конца. И вот ведь совпадение. Одним из самых популярных комментариев является: Даже не буду продолжать читать этот бред. Первого абзаца уже достаточно. Вы все лгуны. Без исключения. Чтобы добить и окончательно доказать причастность когнитивного диссонанса, он привел реальный кейс. Настольная карточная игра Illuminati. У нее был специальный режим, где читы разрешены. Казалось бы, люди должны были плеваться. Нет баланса, нет соревновательности, все решает то, как ты мухлюешь. Так и было. В обсуждениях люди писали, что играют только в стандартную версию, что режим с читами не то. Безумие, сломанная фигня. Но владелец клуба, где в эту игру часто играют, заявил прямо: во всех случаях, которые я помню, люди играли только в этот читерский режим. А в свежих статьях на Medium уже со статистикой и опросами выясняется, читерский режим сделал игру популярнее. Он дополняет механику, он не рушит, а расширяет возможности. И снова, мнение большинства было ложью, массовым самообманом. И согласитесь, опровергнуть чужое высказывание куда проще, чем доказать свое. Так что неудивительно, что большинство из вас не задается вопросом: а что если он прав? Что если у него есть доказательства? Что если у него есть цепочка аргументов, которую никто до этого не осмеливался выстроить? Разве вам не интересно узнать, как он докажет свою точку зрения? Даже если просто дедуктивно вести причинно-следственную цепочку, мы придем к моему выводу. Тот факт, что на Metacritic не существует ни одной игры, оцененной ровно в 10 баллов, говорит о том, что в каждой игре есть скучный элемент. Это проблема. И если использовать чит, чтобы ликвидировать именно его, вам просто не может это не понравиться.
Причем, обратите внимание, он намеренно идет вразрез с мнением большинства, наперекор всем популярным статьям. По его словам, тот факт, что игра соревновательная, вообще не играет роли. В качестве доказательства он приводит исследование Waldenmeyer 2024 года, прошедшее почти незаметно для широкой аудитории, но содержащее взрывоопасный вывод. Эксперимент выглядел так. 88 человек играют в сложную экономическую стратегию Анна 64. Каждый по задумке должен соревноваться друг с другом за лучший результат. Все по канонам. И вот в самый напряженный момент игры игрокам предлагают чит-код на ресурсы, на деньги, на облегчение. Кто-то принимает, кто-то отказывается. Но важно не это, важно, что показали результаты. Игроки, которые приняли предложение, испытывали больше удовольствия от игры, причем на всем протяжении эксперимента. И вот то, что взорвет вам мозг. Игроки, которые отказались от читов, тоже стали получать больше удовольствия. Да, вы не ослышались, они даже не воспользовались предложением, но факт его существования уже повлиял на их восприятие. Наверняка вы ничего не поняли. Так вот, объясняем проще. На графиках исследования вы это найдете под пометкой Pleasure. Вот базовое значение удовольствия до уведомления, вот после уведомления, но без использования чита, а вот после использования чита. И что мы видим? Обе группы улучшили свои показатели. Даже событие, при котором человек просто отказался от читов, сыграло на удовольствии, ведь он теперь ценит свои заслуги больше, он гордится, зная, что мог принять то предложение. И у тех, кто предложение приняли, оно тоже повысилось, то есть сам факт существования читов в игре повышает удовольствие от игры у всех, даже тех, кто их не использовал, и особенно у тех, кто их использовал. Просто вдумайтесь, насколько шокирующе это звучит. Просто оцените уровень вашего же самообмана. Вы кричите о ненависти к читам. А на деле вам они нравятся, даже когда вы их не используете. Далее Клайд приводит еще одно доказательство. Исследование De Simon et al. 2013 года. Суть такая. Участники играли против бота с вшитыми читами. Он видел сквозь стены. Разумеется, выигрывал почти всегда. Но в отчете написано неожиданное. Игроки считали его поведение человечным. Их уровень погружения в игру повышался. Чит не мешал им испытывать удовольствие. Он помогал. Это не просто реабилитация читов. Это разрушение мифа о том, что читака легко определить. Теперь представьте, что эксперимент поставлен по-другому. Людям сообщают, что в игре много читеров, а потом ставят против них не читака, а сильного игрока. Как вы думаете, что произойдет? Правильно, сильного игрока обвинят в читерстве, даже если он играет честно. Это явление называется фундаментальной ошибкой атрибуции, биологический принцип человека, при котором он склонен списывать свои успехи на внутренние факторы, а неудачи на внешние. Это естественная реакция мозга, мы так устроены. И вот тут Клайд наносит финальный удар. Вспомните человека, чье высказывание мы обсуждали в самом начале. Он говорил, что читеров легко определить и что даже новичок справится. Он сравнивал читеров с приматами, потому что они, мол, выбирают легкий путь. Клайд нашел такой же биологический принцип, но уже у самого автора цитаты. И если следовать его же логике... Он тоже примат, просто другого типа. Надеюсь, теперь вы понимаете, насколько нелепо звучит ваша лицемерная ересь. Главную проблему, по мнению Клайда, мы даже не осознаем. Автор выводит то, что главные компании, на которых держится игровая индустрия, так же как и мы, ошибочно смотрят на читы, что в итоге заставляет их совершать неэффективные действия. Одна из цитат в его статье звучит особенно вызывающе, даже более крышесносно, чем все, что вы слышали до этого. Читеров банят не ради вас, не потому что они портят вам игру, а ради них самих. Да, звучит как бред сумасшедшего, но давайте все же разберемся. Он утверждает, почти каждая популярная соревновательная игра строится по модели MDA Framework – Mechanics, Dynamics, Aesthetics. Это не теория, это признанная структура, которую используют разработчики самых известных игр. И в рамках этой модели существует понятие динамической балансировки сложности. Что это значит? Если кратко, это механизм, который начинает работать, когда привыкли к игре. То есть, когда с вами можно что-то делать, имея гарантию, что вы не уйдете. Эта система намеренно в определенном моменте делает игру слишком сложной, что очень часто приводит к провалу, а затем слишком легкой. Это сделано из-за того, что провал увеличит удовольствие от следующего успеха. То же самое следует из пирамиды интереса, основы геймдизайна. Теперь внимание! Если вы проиграли матч против читера, эта система считает, что ничего страшного не произошло.
Потому что следующая победа все скомпенсирует. Вы просто испытаете больше удовольствия. С точки зрения балансировки удовольствия, ваш опыт и вправду никак не пострадал. Вы расстроились? Система скажет, зато потом кайфанешь сильнее. Значит, с точки зрения разработчика, на вас тратить ресурсы бессмысленно. Банить ради вас невыгодно. Вы все равно останетесь, вы все равно будете играть, а внутриигровой цикл дискомфорта радости сработает сам. Но если мы посмотрим на самих читеров, тут все иначе. Клайд говорит, что крупные компании следуют второму по популярности ошибочному исследованию, где удовольствие читера спустя неделю игры опускается в полную бездну. Читеры составляют огромный пласт онлайна, и задачей разработчика в этом случае является с помощью бана заставить их перейти на игру без читов, пока их удовольствие значительно не снизилось и они не отказались от игры вовсе. А создать или выкупить аккаунт – это дело проще простого. Нет, все равно звучит странно, даже тупо. Да и тем более, как это вообще может быть, если в самых популярных играх есть бан по железу за читы, который дается навсегда? А с чего вы вообще взяли, что он дается навсегда? Возьмем топ-10 соревновательных игр на момент 2025 года. На первых строчках бан по железу есть разве что у Valorant и League of Legends. И посмотрите на это. Каждый игрок убежден, что бан по железу дается навсегда. Но если мы зайдем на читерский форум PvP Elite, то мы увидим, что бан по железу от Vanguard проходит за 90 дней. У некоторых это вообще месяц. Обнаружили они это по чистой случайности, ведь нигде в официальных источниках это не пишут. Но тут обсуждение в большей части Valorant. А что насчет Лиги Легенд? Разве вы не помните скандальный эксперимент? Разработчик Riot August самолично заявил о том, что один раз Riot просто взяли и разбанили кучу читеров. Почему, наверняка спросите вы? Чтобы просто проверить, станут ли они опять использовать читы, ответил Riot August. Если отринуть теорию Клайда, это звучит как безумие. Тысячи честных игроков теряют удовольствие, чтобы удовлетворить чье-то любопытство. Но если принять его логику, все встает на места. Ведь исходя из теории, ваше удовольствие не пострадает. В среднем вам никто ничего не испортил. А эксперимент даст важные данные, когда читера можно вернуть в игру с выгодой для всех. В этой упаковке это гениально. Короче говоря, задуматься после такого не то слово. Вопрос стоит ребром. И прикопаться, как бы кому не хотелось, почти не к чему. Сам Клайд ведь не идиот, он признает, что влияние античитов реально, что если читеров станет слишком много, последствия могут быть, и их трудно будет игнорировать. Но и говорит он не «а может быть», он говорит о «сейчас», о том, что уже происходит. А дальше он пошел еще глубже, продолжил говорить о самообмане. По его словам, каждый раз, когда ты сталкиваешься с читером и испытываешь от этого усиленный дискомфорт, ты, конечно, винишь его. Но вешаете ли вы на него медали, когда получаете усиленное удовольствие от следующей победы? И в этом и состоит главный обман. Это несправедливость восприятия, и это основа всей ненависти. Она не рождается в вакууме. Дальше, по словам Клайда, все регулируется социальным фактором. Даже если ты не играл с читером, но слышишь, как другим испортили игру, ты все равно будешь ненавидеть читеров. Потому что вокруг тебя ненависть, она заразна. Если вы недооцениваете влияние социального фактора и слепо верите в то, что ваша точка зрения ни в коем разе не зависит от внешних раздражителей, то мне с вами не о чем говорить. И чтобы доказать абсурдную мощь социального давления, Клайд вспоминает эксперимент Соломона Аша 1951 года. 1 человек против 10. Всем показывают черный квадрат, но первые 10 называют его белым. И 11-й испытуемый в итоге соглашается, потому что все так сказали. Не потому что глупый, потому что человек. Думаю, о судьбе статьи и говорить не стоит. Как вы думаете, что все-таки случилось со статьей? Она разлетелась по всему интернету, стала открытием года? Нет, комментарии сплошная агрессия, оскорбления, высмеивание, ненависть. Тезисных претензий ничтожно мало, и все они выглядят шатко. Например, вот одна из них. И если человек говорит, что ему что-то не нравится, то это действительно делает негатив явным и становится причиной того, что ему что-то не нравится. Это вопрос не науки, а скорее философии. Да, забавно видеть, как вы выбираете самое удобное. Если вас спросить, круглая ли земля, то вы, конечно же, будете реалистом. Только вопрос про читы в играх может сделать из вас философа. В остальном ничего. Да, статью удалили. И что теперь?
Тебе реально нравятся читы? Контраргументов 0. Ни одна популярная личность не решилась ответить. Вся статья – плотная конструкция из научных исследований. Попробуй опровергни хоть одну мысль. Просто попробуй. Почти невозможно. Но знаете что? Тот факт, что вы досмотрели до этого момента, является опровержением. Ты и есть контраргумент. То, что ты не подвергся действию когнитивного диссонанса и не закрыл этот ролик с того момента, когда твой мозг начали ломать, и делает тебя опровержением. Потому что вся статья основана на самообмане и когнитивном диссонансе. Она с этого начинается и от этого отталкивается. Клайд винит всех и на всех делает акцент. Но теперь мы можем говорить не о всех, а о большинстве. А это значит, название статьи ошибочно, потому что тебе нравятся читы не про тебя. Уже нет. И те, кто нападал на эту статью, тоже не правы, потому что, угадай, почему ее удалили? Правильно, за пропаганду читов. Но это ли была пропаганда? Там ведь нет призыва, нет скачай и пользуйся, есть наблюдение, есть теория, есть научный взгляд. Получается, любое контринтуитивное мнение теперь пропаганда? Мы запрещаем мыслить иначе, если это нарушает чье-то хрупкое равновесие? И вот что действительно иронично. У каждого комментатора было бы опровержение, если бы они просто дочитали статью до конца. Осталось прояснить только одно. Самое важное. Каждое исследование из этой статьи реально. Каждый опрос в статье реален. Каждый комментарий к статье реален. Все, что обсуждалось, взято из жизни. Да только вот самой статьи никогда и не существовало. Мы ее выдумали, для того, чтобы вы смотрели на ситуацию не со стороны того, к кому предъявляют обвинения, не глазами жертвы, а глазами наблюдателя. Все исследования нашли мы, и опровергли самые популярные теории все так же мы. Все тезисы, озвученные вторым диктором, на самом деле реальное мнение пользователей с форумов. Вся критика популярных якобы исследований реальна. Все комментарии к этой статье — это реальные треды с Reddit. И даже название этого ролика и название самой статьи — это название поста, который удалили за пропаганду стороннего ПО, хотя в комментариях ни о каком призыве речи не было. Все это вымысел, ярко отражающий реальность. Ведь каждое из исследований, упомянутых нами, вы можете самолично открыть в описании и прочитать. Признайтесь, если бы вам вчера сказали хоть один тезис, вытекающий из этого ролика, что бы вы сделали? Да вы бы сумасшедшим человека назвали, покрутили бы пальцем у виска и перестали общаться. А теперь вы можете серьезно задуматься, дебатировать с кем-то и в глубине души надеяться, что вы не то самое большинство, о котором шла речь. В данном ролике не было рекламы, и если вам действительно понравился наш эксперимент, поддержите лайком, подпиской и своим комментарием. Это многое значит и дает мотивацию дальше находить для вас интересную информацию.